Всем привет, вы на канале PsyLife, и сегодняшняя тема видео холерик это. Я расскажу вам, кто он такой, как себя ведет в целом и что в нем особенного. Начну с того, что человек с типом темперамента холерик является наиболее ярким представителем импульсивной личности. Как говорится, палец в рот не клади, вмиг откусит. Итак, поехали. Деятельность. Человек-холерик в любой сфере деятельности старается как можно быстрее изучить все нюансы нового дела. Как только он этого достигает, то следующим шагом становится занять должность повыше. Его стремления настолько высоки, что он всегда добивается успеха, чего бы ему это ни стоило. Он считает, что просто обязан занять лидирующую позицию в компании. Холерик всегда ставит перед собой самые сложные задачи и достигает их. Из холерика получается самый строгий, уверенный в себе начальник. Такой начальник обожает делать втык своим подчиненным. Он требователен к себе и другим спуску не дает. Накричать? Да не вопрос. Главное, чтобы его идея стала явной. Он не остановится ни перед чем. Как бы ему сложно ни было, холерик не пожалуется другому. Ему важен результат, а трудности – это всегда временно. Начальство, которое контролирует холерика, знает, что если ему дать задачу, насколько бы сложной она ни была, он ее реализует с возможностью 99%. Он ненавидит проигрывать. Это слово для него просто не существует. Пришел, увидел, победил. Это девиз холерика. Он требователен к себе и другим, не прощает промахи. Порой в погоне за целью забывает похвалить людей, которые помогали ему все это время. Бывает местами эгоистичен, но практически всегда именно это помогает ему лидировать среди других людей. Дух соревнования не позволяет холерику сдаваться, поэтому он идет до конца. На посту начальника позволяет себе накричать на сотрудников в конфликтных ситуациях и только сбавив пар, начнет детально разбираться в сложившейся ситуации. Очень часто справедлив в своих окончательных решениях. Скорость. Благодаря своей нервной системе холерик очень быстро переключается с одной работы на другую, умеет обрабатывать в голове более 3 задач одновременно, при этом не снижая темпа с уже той, которая занят на данный момент времени. Отличным примером будет женщина, которая может одновременно готовить, кушать, разговаривать по телефону, стирать постельное белье и играть с ребенком на руках. Или мужчина, который умеет правильно организовать рабочий процесс всего коллектива со скоростью света. Он очень быстро принимает решения, которые способствуют слаженной и эффективной работе. Может заниматься управленческой деятельностью, помимо того выполнять роль одного из сотрудников, в то же время решать вопросы с поставками и ни в одном деле не проиграть. Невероятно, но факт. Память. Холерик очень любознательный человек, и в его памяти хранится такое количество знаний, что можно позавидовать. Ему, можно сказать, повезло от природы, потому как любая новая информация в его голове воспринимается как 200 раз прослушанная лекция. Он может мгновенно запомнить в первый день своей работы все, что ему объяснили буквально за пару часов. Это ему помогает быстро освоить новое дело и добиться успешных результатов за кратчайшие сроки. Казалось бы, большинству сотрудников нужно минимально стажироваться от 3 дней и более, а ему всего-то каких-то пару часов. Еще в школе холерику достаточно внимательно послушать учителя на уроке для того, чтобы не учить ничего дома. Или прочитать стихотворение буквально пару раз на переменке, и на уроке он уже может получить высший балл. Но такую информацию он забывает достаточно быстро. А вот если он заинтересован в каком-либо вопросе и найдет ответ, то запомнит это на всю жизнь. Активность. Гордый и самоуверенный холерик порой переоценивает свои силы, берет на себя больше, чем может унести. Он не видит реалию, сколько сможет выдержать, и практически никогда не оценивает этого. Но очень любит соревноваться с другими людьми, дабы проверить свои силы. Сама борьба его заводит и вдохновляет на новые подвиги. Благодаря ей он развивается в новых направлениях. Ему важно быть лучше других и занять лидирующую позицию. Он умеет переубеждать. Холерик всегда одной ногой тут, одной ногой там. За ним просто не уследишь, а за его мыслями угнаться никому не под силу. Даже, казалось бы, сангвиник должен бы успеть,
Но нет, и его сил далеко не всегда хватает. Холерик – это мега шустрый человек. Общение. В разговорах его напор может выдержать только сангвиник. Холерик эмоционален и зачастую старается склонить собеседника на свою сторону. Мол, его мысли верны и спор здесь неуместен. Он отлично умеет подбирать нужную тональность, жесты и мимику лица, так что собеседник не заподозрит подвоха. Он так складно говорит и так в этом уверен, что сложно не поверить в правдивость его слов. Флегматик после разговора с холериком почувствует себя подавленным, как выжатый лимон, а меланхолик и вовсе уйдет надолго в себя, чем разозлит холерика еще больше. Он всегда давит эмоционально и действительно мало когда замечает этого. Только когда разговор заканчивается, он понимает, что доволен собой, так как отстоял свою точку зрения. Но какой ценой? Человек-холерик может злоупотреблять своим умением убеждать, если можно так сказать, ради огромной цели, но, к счастью, занимается этим крайне редко. Друзьями особо не обзаводятся, да и у холерика много общения со знакомыми, но так, чтобы друзья, скорее не просто люди, с которыми ему нравится проводить время раз в месяц, а то и в год. Он всегда придет на помощь в трудную минуту. Но и раз 300 попытается манипулировать своим другом за все время дружбы. Либо человек поддается под воздействие холерика, либо же они остаются хорошими знакомыми, не более того. Еще в детстве у холерика проявляются напористость в общении, но так как у него мало информации и пользоваться он ею еще не научился, то, соответственно, доказывать все приходится кулаками. Практически все общение заканчивается на особом разговоре воспитателя-учителя с родителями ребенка-холерика о том, что он очень агрессивный ребенок. На самом деле это не так, он просто учится работать со своим эмоциональным фоном. Если же родители показывают примеры великих людей ребенку, где спокойствие и выдержка являются главным фактором в победе, прививают любовь к шахматам, то в будущем начальник из такого холерика будет просто золотой находкой для высшего руководства. Он сможет вовремя и втык дать, и поощрить финансово. Эмоции. Человек-холерик очень эмоционален, склонен к резкой и частой смене настроения. Он не сдерживает эмоции в себе, выплескивает все наружу. Существует только один такой единственный тип темперамента – холерик, который может поругаться, тут же помириться со своим обидчиком и снова поругаться из-за какой-то мелочи, отстаивая свои идеалы. Он не копит в себе обиды, а скорее дает сдачу сразу на автомате. Холерик не только не зацикливается на обиде, но и зачастую не понимает, почему кто-то на него может быть обижен. И же вроде ничего такого не сделал. Он просто не замечает такие перепады своего настроения. А когда узнает причину обиды на него, сопровождает это фразой «Чу! И все что ли?» А как можно было на такое обидеться? Он просто не принимает все близко к сердцу, в отличие от того же флегматика или меланхолика. Ему это чуждо. Поэтому своих подчиненных он не всегда понимает и редко стимулирует. Скорее наоборот, отбивает всю охоту работать. Но в критических ситуациях это помогает не опустить голову всему коллективу при малейших трудностях. При серьезных же проблемах холерику нужно прокричаться, выпустить пар и только потом приниматься за решение сложных вопросов. В момент всплеска эмоций он никого не слышит и не приемлет споров с ним. Скорее, это его еще больше взбесит. Это то же самое, что пытаться погасить огонь, мотыляя бумагой из стороны в сторону, создавая сильный ветер. Отдых. Отдых холерик предпочитает проводить как можно более активно. На сноуборде или лыжах в горах, приветствуют горные покатушки на велосипедах, прыжки с парашютом, скалолазание или же дайвинг. К слову, все то, от чего он может получить море положительных эмоций и адреналина. Вы не найдете холерика, лежащим на пляже под палящим солнцем, цветом кожи как у рака, или дома в 4 стенах за написанием авторской книги. Он быстрее пойдет на утреннюю пробежку или же займется конным спортом. Человек с темпераментом холерик всегда за шумную компанию. Посидеть и оживленно поговорить в кафе-ресторане или же пойти на дискотеку. Это то, от чего кайфует холерик. Он недельку отдохнет и с новыми силами, бодрым духом примется вновь за работу. Интересный нюанс. Если у холерика в подчинении находится флегматик,
у которого существует море нереализованных идей, а подхватит и озвучит их сангвиник, то холерик будет рад стараться воплотить эти идеи в жизнь. Ему только дай пищу для ума. Такая команда будет непобедима долгое время. Сангвиник сможет подпитать флегматика и холерика. Таким образом, холерику достичь успеха получится гораздо быстрее благодаря сплоченности команды. Все выше и выше и выше. А в семейной жизни холерик будет ярким защитником патриархата. Папа главный, и все перед ним должны ходить по струнке смирно. Как сказал, так и будет. С вами был канал PsyLife. Пишите в комментариях, насколько вам понравилось это видео. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. До скорой встречи. Пока-пока.